Я читал очень много аналитики от наших аналитиков, от зарубежных аналитиков, о том, что это все это дембельский аккорд Уиткофа. О том, что скрылось ужасное.Уитков с Катаром договаривался и находил свой личный интерес. Как так можно было сделать? Вот оно куда все идет. Думаете, да. Да, и что вот все, вот сейчас он провел Израиль, до свидания. Я просто незнающим людям скажу, что Стив Уитков по этнической, он еврей, да, он американский гражданин, но еврей, да. Надо подумать, да. Подумал о своем личном благосостоянии. Как он мог вообще? Степан Витков, да. Наш. То есть, думаете, это слова и не более того, да? Вот, смотрите, я не исключаю, что и Трамп об этом наслышан. Знаете, вообще такое редко услышишь, когда вот так вот это просто было очень атмосферно, как он хвалил Уиткова, как он рассказывал, вот это передали, я звоню, он там, это, конечно, очень... А он у Путина, я ему опять звоню, он опять у Путина, я ему опять звоню, а он опять у Путина. Да. С одной стороны, он поддержал Уиткова, с другой стороны, нам это, безусловно, на руку. Но очевидно же, что Уитков, он не просто так. И наша сторона так к нему очень благосклонна и все время в комплиментарных выражениях. И Владимир Путин нашел с ним общий язык. И Дмитриев, и те утечки, которые идут с Запада, все время говорят о том, что Уитков, вот уж этот Уитков, он все время с Путиным о чем-то договаривается. Да. Нет, чтобы там вот... Как Трамп сказал, я думал, встреча будет 15-20 минут, они 5 часов просидели. Это же о чем-то надо было говорить. Да. И им было интересно разговаривать друг с другом. Вот какие, да. Нет, чтобы с России как приехать им, как вот прислали бы кого-то с Эстонии. Вот это был бы разговор. Или Келлога, да. А тут 5 часов разговариваем, было интересно. Может, еще уходил и говорил, не договорили, да. Поэтому это нам, конечно же, это на руку. И мы рассчитываем, что сейчас немножко... Я понимаю, что там по Газе это мы находимся в самом начале. Конечно, там все очень сложно. Понимаем, что все очень сложно. И понимаем, что мы видели, как Израиль, насколько недовольны, как Уиткову пришлось там сильно давить. Эта информация о том, когда министр там напрямую спорил с Уитковым, когда вот обсуждали перемирие, израильский министр. То есть, и специально это слили в интернет для того, чтобы показать, что вот они против. Да. Понятно, что будут находить способы для того, чтобы сорвать это перемирие. Да и Хамас не очень хочет разоружаться. Да. Я думаю, к этому будет легко придраться. Насколько я помню, там формулировка о том, что он не разоружается, а передает оружие новой администрации, которую еще надо создать. Но тут, знаете, здесь это можно понимать по-разному. Да. Поэтому все это будет долго. Но в любом случае там процесс сдвинулся, поэтому есть некая пауза. Некое свободное время у Уиткова, когда он может снова посмотреть на Украину. И опять же подходят бюджетные процессы, они все равно до конца октября он должен куда-то выстрелить. Да. Там очень интересная ситуация с шатдауном, очень интересная ситуация. Если буквально в 3 словах, был некий документ Project 25, 2025, который даже Трамп, проект 2025, который подписали ряд республиканцев очень радикальных, где было в том числе, кроме всего прочего, мигрантов, там, налогов и всего остального, там был пункт кардинальное сокращение чиновников, которые составляют основу глубинного государства, которые демократы по сути и по убеждению. Насчитали их 16 тысяч человек, и списки заранее составили. Документ настолько радикальный, что Трамп боялся на него ссылаться во время избирательной кампании, чтобы не показаться излишне радикальным. Человека, который писал этот план,
назначили руководителем бюджетного комитета Госдепартамента США. Вот этот руководитель бюджетного комитета сейчас определяет, какие статьи бюджета финансировать. Трамп его одного из первых назначил, протянул через Конгресс. Во время шатдауна этот комитет вручную управляет экономикой. И он имеет право направить деньги куда угодно. У него сумасшедшие сейчас полномочия. Вот этот человек писал тот план. И вот сейчас начались вот те увольнения по тем спискам. То есть во время шатдауна, когда госчиновники уходят с работы из-за того, что нет денег, нет зарплат, есть такая штука в законодательстве, что им не надо ни выходного пособия, ни уведомления там за 2 недели, ни все остального, ничего ты хочешь. У меня складывается впечатление, если я не прав, вы меня сейчас поправьте. По всем направлениям Россию обыграли и обложили. Ну, у вас правильно складывается впечатление. Все сделано для того, чтобы было такое впечатление. Видите, ну давайте разбирать по пунктам. Что касается конфискации вкладов. Да, действительно есть такой риск. И да, действительно они правильно посчитали. Дефицит бюджета Украины — это около 40 миллиардов долларов в год. Еще где-то миллиардов 40 выделяла Соединенные Штаты и Европейский Союз. Это я беру времена Байдена на оружие. Итого получалось миллиардов 80. С учетом того, что война стала более интенсивной, она стала более интенсивной, затраты больше, экономика у Украины хуже, и им нужно чуть больше денег. Но, в общем-то, если разделить, то получается как раз вот до конца десятилетия вот этой суммы хватит для того, чтобы... Так что все посчитано для того, чтобы продолжать войну. И Европейский Союз не тратил деньги при условии того, что Соединенные Штаты помогать не будут. Хотя вот сейчас внесен законопроект о том, что в этом году выделить в бюджете тот, который сейчас не проходит Соединенным Штатам, демократы будут настаивать и выделить миллиардов 50. Поэтому так оно все такое. И знаете, и вот поведение Набиуллина и Центробанка, я внимательно слежу за Царьградом, за телеграм-каналом, вижу, что вы эту тему очень активно поднимали. Я тоже ее касался по поводу переименования купюр. Вот у нас есть... когда из Соловецкого святыня, православная русская святыня, Соловецкий монастырь, Петр I — это первый наш император, царь, когда Россия стала империей, да, поменять на 2 других, между одним и вторым символом. Ведь это похоже, вот когда у нас какая-то ситуация возникает в государстве, мы начинаем Ленина выносить из мавзолея. Да? То есть это отвлекает внимание. Люди начинают это дело обсуждать. А здесь получается такой антикриз от Центробанка. Да? Потому что Набиуллиной просто многократно все на разных уровнях, депутаты, академики, Академия наук, СМИ, журналисты. Вы, кстати, об этом много раз говорили, Юрий, я очень хорошо помню о том, что нельзя размещать наши ЗВР вот таким образом, как вот надо все-таки понимать. И в золото надо вкладывать. Конечно, я в свое время был поражен, когда она полностью отказалась от покупки золота. От золота, да, отечественного золота. Если бы мы сейчас вложили в золото, мы бы не потеряли те деньги, которые есть. И сумма была, по-моему, она бы больше, чем в 2 раза уже была бы. То есть да, судя по тому, как 300, сегодня... Мы бы имели 600-800 миллиардов, почти триллион. По-моему, Bank of America сегодня дал прогноз в 2026 году тройская унция 6 тысяч. 6 тысяч долларов за тройскую унцию. Но это просто Россия, страна, которая производила золото. Наши золотодобытчики стояли на коленях, просили государство: купите у нас золото, были вынуждены продавать по всему миру, потому что наш Нацбанк отказывался это делать и вкладывал в иностранные ценные бумаги. Когда арестовали ЗВР, руководитель Центробанка пришла в Государственную Думу, пообещала депутатам,
у меня есть это видео, я выкладываю в своем телеграм-канале, пообещала подать иск и сказала о том, что у него хорошие перспективы. Неизвестно, какие у нее перспективы, но уж, по крайней мере, Бельгия бы чувствовала какую-то обеспокоенность. То есть за все это время, 4-й год идет война, не нанять какую-то иностранную компанию, которая юридическую, которая выпрыгивают из штанов, предлагает свои услуги, они ведь на этом зарабатывают. Я точно знаю, этот сумасшедший бюджет очень выгодно подойти, это коррупционная тема, обслуживать государство, да. Там локтями работают так, что туда обычная компания не попадет. Более того, тариф повышается из-за, как говорят западные медиа, токсичности России. То есть там ценник еще больше кратно может вырасти. Конечно, да. То есть вообще никаких нет проблем. Очередь стоит желающих подать иск, не подать. Принципиально не подавать. Ну, ждут, может быть, ждут формального решения Евросоюза. Правда, Евросоюз тоже умные. Сами должны отдать. Они должны набрать Набиуллину и сказать, что-то ваши деньги у нас залежались, в конце концов. Давайте мы вам отдадим. Я не хочу. Нет, мы все-таки настаиваем, заберите свои деньги обратно. И, может быть, тогда можно будет и нашему Центробанку их всучить. При этом наш Центробанк все время подает, радостно рапортует, все федеральные СМИ разносят, как у нас растут золотовалютные резервы, но при этом ту сумму, которая у нас арестована и которую сейчас собираются у нас изъять, показывают в качестве золотовалютных резервов России. Понимаешь, как они растут в цене, понимаете?